Война. День 166. Ситуация на фронтах. Общая численность российских войск, которые задействованы в агрессии против Украины, сейчас составляет порядка 175 тысяч военных, из которых сформировано 115 батальонов тактических групп, 100 участвуют в боевых действиях и 15 находятся в резерве. На вооружении у этих сил порядка 1460 танков, до 3300 боевых бронемашин, 1500 артиллерийских систем и около 700 реактивных систем залпового огня. Воздух. В сети появились фото остатков американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, вероятно выпущенной украинскими воздушными силами по российским средствам ПВО. Данные ракеты имеют пассивную головку самонаведения и наводятся на радиолокационные станции. Максимальная дальность поражения составляет 150 км. Официальной информации, что данную ракету устанавливают на советские истребители, нет, как и нет официальной информации о поставках таких ракет. Но известно, что министр обороны запрашивал их у союзников. Любопытно, что только за сутки было подтверждено уничтожение 4 зенитно-ракетных систем С-300 и одного комплекса «Панцирь С-1». Восток. Части резервной 144-й дивизии РФ, которые находились в Белгородской области, стали перебрасываться на линию фронта, но не в район Харькова, а в направлении Изюма, дабы остановить контратаку украинских сил южнее. Продолжаются бои в районе Гусаровки. Также российские войска предпринимают попытки, дабы вернуться на утраченные позиции к Долине и Богородичному, но безуспешно. Продвинуться к Северску у россиян тоже не выходит. Но основные силы они бросают на то, чтобы прорвать оборону Бахмута, атакуя город с 3 сторон. На севере бои идут за Яковлевку, по центру непосредственно на подступах к городу, и южнее пытаются обойти город через Зайцево. Украинским силам пришлось отступить из Травневого. Продолжаются тяжелые бои в районе Авдеевки и за Пески, куда россияне бросают одну волну мобилизованных жителей Донбасса за другой. Впрочем, каких-то значительных успехов это не принесло, если не считать за таковые продвижение на несколько сот метров. На южном фланге обстрелы вдоль всей линии фронта, но о продвижениях неизвестно. Юг. Сегодня ночью в очередной раз были поражены Антоновский мост через Днепр, а также мост через Ингулец. Результаты попаданий неизвестны, но на Антоновском мосту зафиксирован пожар. Очевидно, загорелась строительная техника, которая в этот момент была на мосту для ремонта повреждений от прошлых попаданий. На земле россияне пытались выбить ЗСУ с Лозового, но им это не удалось. Буду благодарен, если поддержите видео лайком, колокольчиком, подписка очень важна, а также адекватный комментарий тоже не помешает. Спасибо за просмотр.